Привет, с вами Алена. Сегодня сделаем несколько очень-очень простых дизайнов, и начинаем мы с градиента по акриловой пудре. В общем, за основу берем самый светлый оттенок, и когда работаете на клиенте, не выкрашивайте его под кутикулу. На тонкий слой основного цвета сыпем акрил и просушиваем, а дальше в нужном порядке выкрашиваем цвета, которые планируете смешивать. Главное выкрашивать их кисточкой для геля, а не кистью из флакона. Слой должен быть достаточно тонкий. Делаем одну или две проходки и также присыпаем акрилом, отправляем сушиться в лампу. И не забываем после каждой просушки стряхивать излишки акрила. Как видите, слой гель-лака достаточно тонкий, и это очень важный нюанс, потому что если сделаете лужу, то будут заборы и ничего не растушуется и не разровняется так, как нам нужно. Используем кисточку для градиента. У меня кисточка от Emos Pro, также есть хорошие кисти от Рублев и разных других марках тоже бывает, но я говорю за те, которые есть у меня в работе. Дальше я решила добавить немного блесточек от торговой марки City Nail, такие полупрозрачные золотистые, тоже слегка их растянула и перекрыла матовым топом. Ну и впоследствии думала доработать паутинкой, и получились вот такие вот, ну не знаю, какие-то фантазийные листики, наверное. Можно паутинку присыпать акрилом, а можно просушить так, как это сделала я. Кому как больше нравится. В общем, наш первый дизайн готов. Ну а дальше меня понесло, и я буду показывать, как же можно использовать ненужные лаки для стемпинга. Вот этот лак, допустим, почему-то у меня не заходит, и мы им не работаем, и вот это тоже. Но я подумала, что можно попробовать его использовать не на стемпинге, а просто на штампе. Мы же можем рисовать на самом штампе, и тут, как говорится, много ума не надо, просто ляпушки-каляпушки. Сейчас это самое-самое модное, по-моему, из всего, что есть. И посмотрите, какая красота получается. Также у меня был слайдер, который я решила поставить. Вот такая вот бабочка простая, может быть, какая-то даже, ну да, вроде бы бабочка. И обратите внимание, что для слайдеров у меня есть специальная коробочка, в которой есть мокрый ватный диск, и вот так удобно можно ей пользоваться. Смотрите, какая красота вышла. Ну а дальше я решила сымитировать модные мазки. Я знаю, что сейчас есть такие слайдер-дизайны, но у меня его не оказалось. Зато была целая куча ненужных лаков для стемпинга, которые я решила в этом дизайне применить. Цветники, которые я использую, они плотные, однослойные, и это торговая марка Newton. Вот, посмотрите, как просто и красиво получилось. Доработали там, где хотели, очень круто. Можно нанести матовый, а можно глянцевый топ. То есть никаких слайдеров, никаких страданий, только штампик и ненужные лаки, которые бывают те, которые у вас не отпечатываются, например. Вот туда это все можно сработать, потому что все должно идти в дело и ничего не должно пропасть. А дальше я взяла лохматую кисточку из Ашана за там сколько-то рублей, совсем чуть-чуть, и сделала ей вот такие красивые декоративные мазки. Только посмотрите, как это стильно смотрится, и такой дизайн, я думаю, вообще зайдет в любом цвете и при любом раскладе. Сейчас это просто трендище, самая модная штука, которая только может быть. Я продолжаю выкраску однослойников, все цвета наносятся в один слой, и тут вам понадобится ненужная какая-нибудь фреза. Можно сделать вот такой рисунок, похожий на рисунок протектора шин. Надеюсь, я правильно сказала. Ну, в общем, вы поняли, да, то, что на шинах бывает. И тоже смотрится очень-очень здорово. При желании можно доработать слайдером и, например, сделать какую-то надпись, или, может быть, какой-то цветочек, или еще любой другой декоративный элемент. А вот тут у меня альтернатива камуфубукам. Как они? Так они, по-моему, да, называются? Ну, короче, вот эти круглые пайетки, которые тяжело и сложно очень крепить, и они все время отваливаются, и нужен тоже толстый слой там топа или базы. Ну, в общем, вот так просто натыкали дотсом, и получились такие же кругляши. Красивый цветной конфитюр. В общем, пользуйтесь и не забывайте поставить лайк. Пока-пока, с вами была Алена.